Raccoons Road. Сейчас мы на вершине Дамга. 2669 метров. Вышли мы еще к одному озеру. Одно вот осталось только что за спиной. Мария, как тебе наш медовый месяц? Не стало такой медовый месяц. Да, подъемы, конечно. День прекрасный. Я так понимаю, не все нашли маршрут. Но спуск будет, конечно, веселый. Нам надо сбросить километр, грубо говоря, высоты. Вот она, романтика-то. Страшно, гром, молния. Все это на открытом месте. В общем, это дичь, конечно. Я вообще ничего не снимал, потому что, блин, мне страшно было что-то снимать и говорить по телевизору. Да, причем это даже не дождь. Это град пошел. Приключения! Если уж и начинать с чего-то этот фильм, то, пожалуй, стоит начать сначала, со свадьбы. Мы только что поженились. Я мог бы отвезти невесту по путевке в Турцию. В отель все включено, где мы могли бы спокойно отравиться икрой, устрицами и халявным шампанским. И, вернувшись домой, как и все, рассказывать, как было незабываемо в баре и бассейне отеля. Но вместо этого я решил ей устроить медовый месяц в своей стихии. Мы собрали моей жене экипировку и полетели в Болгарию. После краткого знакомства с Софией и дегустации балканской кухни, наш путь лежал на самую высокую точку Балканских гор. Я вез свою не имеющую опыта и неподготовленную жену в первый в ее жизни поход. Туда, где тропы теряются в облаках, где вместо Wi-Fi ветер, а вместо рум-сервис следы медведя на тропе. Где волки воют не от голода, а от разочарования в погоде, а ядовитые змеи прячутся под камнями, напоминая, что здесь ты гость, и природа диктует правила. Что могло пойти не так? Доброе утро. Ну вот, выходим мы на маршрут, переночевали. Ночью поднялся ветер, стало холодно. И сейчас будем пробовать подниматься наверх и оттуда уже смотреть, идти в монастырь или идти к другому укрытию. Обещается дождь, но оставаться здесь нет смысла никакого. Эх, если бы мы знали, что будет дальше, мы бы остались в хижине еще на одну ночь. Но пути Господни неисповедимы. Иногда они ведут не к вершине, а к себе. Будем идти, будем смотреть. Поднялись мы чуть-чуть на маленький такой мини-перевал. И там впереди озеро какое-то. И идем дальше. Там женщина такая милая была, старушка, в этом приюте, где мы ночевали. Так она рассказала там много чего интересного. Я спросил у них. Ну, Марии очень интересно было, как доставляют еду. В общем, я спросил на лошадях. И сегодня придет
16 лошадей с баулами, которые привезут еду в этот приют, где мы были. Вот. А еще 19 августа здесь на озерах будет белое братство. Я вчера загуглил, что такое белое братство. Не в моем понимании, типа как эти тюремные скинхеды, а в Болгарии. Это там очень религиозная община. И они тут свои танцы будут, там ритуалы какие-то проводить. И вот 19 августа здесь будет полно народу. Вот, вышли еще на маленькое озеро. И здесь хижина, укрытие от непогоды. То есть по факту мы могли вчера остаться здесь, но не было смысла. Вышли мы еще к одному озеру. Одно вот осталось только что за спиной. Утро началось, я сломал микрофон, поэтому что там будет со звуком, как обычно. Ну хорошо, сейчас ветра нет сильного, но наверху будет. И прошли вот сколько-то. Вон там снег на горе еще лежит. И на самом деле микрофон я сломал еще при перелете в Болгарию. Только сейчас заметил. Весь звук с самой первой серии с камерных микрофонов. Так что простите за шорохи, дыхание и ветер. Это все как было. Ну, будем двигаться. Мария, как тебе наш медовый месяц? Отлично. Ты мечтала о таком медовом месяце? Всю жизнь мечтала. Вот так. Да, подъемы, конечно, нет слов. Подъемы тяжелые. Но я уже потом, когда билеты купил, у меня все как обычно, организация у меня на высшем уровне, потому что я по жизни больше импровизатор, чем планировщик. И да, потом я везде прочитал, что про маршруты хард. Все тяжелое. Ну что даже зеленый это хард. Ну как есть. Ну, потому мы единственные вообще, кто идет с большими рюкзаками. Все идут налегке. С 30-литровыми пустыми. Там бутылка воды, полотенце и кошелек, наверное. А у нас 85 у меня, у Марии. 60 там что-то 5, по-моему. Рюкзаки полные. Ну, вообще, ладно. Как есть. Да, вон там, ну, вообще налегке люди идут. И у мужчины просто шляпа от солнца в руках. Ну и рюкзачок маленький, да. А женщина с сумочкой просто с дамской. Ну, ладно. Как там, что там, горы покоряются кому? Ну, короче, таким, как мы. Дошли еще до одного озера. Наверх нам туда вот. Ну, в общем, так себе. Какие туры, ты говоришь, мне надо организовывать? Хардкорная, экстрим. Будешь говорить, что типа все окей, все спокойно. Потом то медведь выскочил. В общем, в один момент дул такой ветер, блин, в спину с песком совсем вообще просто, конечно. И я еще проложил там маршрут по самым легеньким тропам, насколько карта была написана, что это легкие тропы. Но что-то легких мы пока не видели. Ну, какой чудесный день сегодня. Вот. День прекрасный. Мы выспаны, бодры сил, энергия. Ну, шутить может, уже хорошо.
Ну вот мы поднялись на точку, с которой видно 3 озера Рильских. Вот это одно, там второе, дальше, где мы ночевали, хижина. Вот третье, ну всего их 7. И предстоит подъем серпантином. Вон туда, потом туда, там и на... Вот там стоят люди на хребте. И дальше по хребтам. Ну как-то так. В общем, я чувствую себя шерпой. И вот подъем. Туристов куча, конечно. Маршрут оживленный сегодня. Ну вот еще одно озеро. И это точка, с которой видно, получается, раз, два, 3, 4, 5 озер. Одно, второе, третье, четвертое, пятое. Вот. И нам вон туда, на вершину. Вершину горы. Мария думала, что мы будем загорать, в озерах купаться. Но что-то это... Ну то вон какой вид. Ну ты что же думал, что мы сгорим? Я не думал, что мы сгорим. Что я сгорю, ладно. Ну потому что солнце, просто сейчас солнца нет. Вот так, если солнце есть, ты же видел, что у меня вчера шея потемнела. Но через тучи я все равно загораю. Угу. А вот через капюшон не знаю. Мы дошли еще до одного озера. Это 6-е, мне кажется, по счету. Точно не помню. И отсюда, в принципе, если развернуться, то видно, по-моему, 6 озер еще. 7-й, наверное, еще не видно. И вот такое интересное место. Ну, вершина какая-то. Все данные будут появляться на экране, потому что карту лень доставать и смотреть. Потом по карте уже все посмотрю и подпишу. Вот. Ну, красиво, конечно, очень. Но вид, конечно, просто завораживающий. Вообще круто. Вот там, в самом низу, хижина, где мы ночевали. Круто. Поднялись на такое место, где, ну, тропа идет вдоль луга. Ну и по лугу идти вообще после этих подъемов каменистов, после курумников, но просто шикарно.
И такие вот виды открываются. Там главное не профукать перекресток, где надо уйти на монастырь. Ну, сначала мы дойдем до какого-то там вершины, по идее. Сейчас мы на вершине Дамга. 2669 метров. Ветер такой, что поэтому не знаю, слышно, не слышно. И ну, мало снимаю. Сейчас траверсом будем идти по вершинам и где-то спускаться на монастырь. Я так понимаю, не все дошли маршрут. Сначала я снимал мемориальные таблички, памятники погибшим альпинистам, туристам, экспедициям. А потом понял, их здесь не один десяток, и стало как-то тише внутри. Где-то там спускаться на монастырь, а вот там, наверное, не видно, но там очень много лошадей, которые грузы перевозят. И на горе, и там внизу, но далеко, и дрон я не могу запустить, ветер бешеный просто. Дико круто. Места просто. А? В общем, это было нечто. Траверс вершин. Все было еще более-менее бы, если бы не ветер. Ветер с ног сбивает настолько сильный. Я давно, ну, в моем понимании, если бы вот это было внизу, то это ураган. Ну, блин, шквальный ветер, который тебя тупо срывает с ног. Я реально боялся за Марию, как бы я сам старался идти больше к тому, ну, в ту сторону, где нет обрыва. А Мария шла где легче, ну, а там уже ближе, блин, обрыв. И, ну, реально это было страшненько. В общем, ну, ветер вот сейчас чуть-чуть поднял, вот опять начал. Да. И вообще, сил просто ноль. Аккуратно, да, Мария? Да. Да, мой бог.
крепкая, выносливая. А насколько ты выносливая? Не знаю. Время покажет. Только что пробежали две горные козы. Серны, или как они? Может, не сильно, короче, две горные козы. И ну, далеко было не приближено столько. Ну, прикольно было. И дрон опускать не хочу, потому что ветер, вот сейчас вот стоим, и тут не дует, но ветер бешеный, конечно. Ну, мы увидели монастырь, но спуск будет. И вон там монастырь. Оттуда мы вот спустились вот так узенькой тропкой, но предприятие было так себе, конечно же. И ну, в общем, спустились. Сейчас где-то нам тут надо еще протопать и потом спускаться уже так к монастырю. Но спуск будет, конечно, веселый. Нам надо сбросить километр, грубо говоря, высоты. Запах. О, какие красивые. Сброс высоты вообще бешеный. Еще надо идти через поля хрена. Горного какого-то хрена. Ну, хрен, наверное, что это. Вот где-то там мы были. Я не знаю, сколько мы уже сбросили высоты. А еще сбрасывать и сбрасывать. Там за холмом, где-то за лесом, находится монастырь. Ну, конечно, это и дождь, и не знаю, если бы была просто ровная поляна какая-то, ну, тупо поставили бы палатку и сделали бы. Мы даже не обедали, мы съели завтрак в приюте и... 8 утра. В 8 утра, да. И что, мы съели 2 шоколадки потом, протеиновые там. А сейчас уже 5 час. Ну, не знаю, будем пробовать спускаться еще, сейчас отдохнем. И смотреть, что дальше. Может, где-то будет хотя бы поляна. Я что-то уже не верю, что мы сегодня можем дойти до монастыря. Вот она. Романтика-то. В общем, это даже не дождь. Это град пошел в июле. Ну, блин. Ну что, ладно. Есть. Включение. Продолжаем спускаться. Мы оба были измотаны. Нервы начинали сдавать, но я знал, нужно вывести нас из зоны риска. Найти хотя бы 4 квадратных метра без склона. Просто кусок земли, где можно поставить палатку, где можно просто выдохнуть. Что это камера? Скажи, что дорога легкая, мы бодрячком. Всем советую.
Вот там за березой наверху, там пик, где мы сегодня были, где мы шли траверсом. Но по трекеру мы не спустились. Хозяин гостиницы сказал, что это короткий путь там. Но он говорит, он сильно крутой. Но такой достаточно Мы ему не поверили. безопасный и нормальный. Дорога не маркированная, это не тропа. Ну там увидите, люди ходят. Тропы по факту нету. Идешь по зарослям. То хрена, то, какого-нибудь там этого, как это называется, хвойный, короче. То еще там что-то. Дождь, спасибо дождю. Все скользкое, идешь, падаешь. Мария просто уже в шоке. Ну, конечно, ноги мокрые, как бы у обоих, оба насквозь. Идти уже не хочется, но и нету места, где стать. И, тупо тут один вариант, только вперед. Show must go on. Про обед и про ужин не забудь сказать. Не обедали, Кофе не пили. кофе не пили. Набрали воды в этом, там, с источник, ключ бил. Не ключ, а ледник таял, короче. Да я уже заговариваюсь, я уже сам. Вот, и пьем водичку. До монастыря, наверное, сегодня и не дойдем уже. До куда-нибудь надо. Но Сейчас вот съедем вниз. как-то так. Зашли в лесок. Это пипец. Было реально страшно. Гром, молния. Все это на открытом месте. В горах это вообще страшно, конечно. Да, короче. В общем, это дичь, конечно. Конца и края нет, уже 7 часов вечера. Он сказал, 2 часа спуск, мы поднялись. Мы начали спускаться в 3-4 часа и не просвет, вообще ничего. Я вообще ничего не снимал, потому что, мне страшно было что-то снимать и говорить вообще людям. Да, он висел указатель, что доверху, до туда, где мы спустились, где мы начали спускаться, 4 часа подъема. Как этот дядечка там сказал нам, что 2 часа до низу, без шансов. В итоге, не буду говорить, но... короче, я чувствую, там разводом попахивает, Не разведусь, пошли. Не. Мария, я с тобой не разведусь. Мария, я с тобой не разведусь. Сегодня точно. Сегодня точно. В общем, мы спустились, можно сказать, в самый низ. Потому что вон уже виден монастырь. И я не знаю, нас туда пустят или нет. И что нам делать, но там рядом есть, я помню по карте, есть отель. И если дойдем до отеля, то вообще будет шикарно. Мария мечтает о душе. И я тоже. Будем посмотреть. Но могут, конечно, и в монастырь пустить, не знаю. Будем смотреть. Говорю быстро, вы не поверите, где мы. Мы в монастыре. И... в общем, ладно. Долго объяснять. Хотел найти гостиницу не нашел. Нашел доброго попа, который пустил нас. И я говорю, сколько это стоит вообще? Он говорит,
Но он видит, мы вообще убитые, просто мокрые. И ладно, сейчас пойдем, видишь, поищем. Там вроде кафе было за территорией. Может быть, поедим туда. Ну, в общем, видеосъемка, в принципе, запрещена. В монастыре запрещено дроном летать. А место, конечно, архитектурно вообще. В горах этот старинный монастырь, ну круто. Если дроном снять, то вообще было бы шикарно, но нельзя. И как бы снимать, по идее, то, что я там уже наснимал, уже нельзя было. Ну, ладно, поэтому как бы ничего не показываю особо. Нашли кафешку, поели, успели за 20 минут до закрытия, заказали поесть, поели, хорошо поели, вкусно. И сходили, этот поп показал мне, где горячий душ, где, ну, вообще шикарно. И денег, главное, не взял, но он уже просто видел, что мы уже Богу заплатили за святыню, как бы сегодня. И, ну, большое спасибо. Я не знаю, завтра мы по-любому будем просто ушатанные с утра. Ну, будем смотреть. Сельский гламур. Тыковка, морковочка. Тыковка, морковочка, а у нас... Поэтому переоделись. Что-то там, я думаю, медведь. Все прекрасно. Какой-то источник желаний, да? Источник желаний. Внимание, сходит лавина. Моя могучая амазонка. Мария, говорю, пить будем? Такими большими глазами. А что, есть?